Приветствую вас, товарищи, в Hearts of Iron 4 с новым дополнением «Ни шагу назад». И мы стартуем сегодня новую партию за Советский Союз по историческому пути, где мы посмотрим на паранойю Сталина, на новую ветку фокусов, на события и все остальные аспекты, которые ввели в игру. Играть мы будем с вами на сержанте, на котором теперь, кстати, бонусы и для игрока, и для ИИ. Это отсрочка перед пополнением припасов плюс 36 часов. Так что теперь ни сержант у нас не пустой, он дает бонусы и игроку, и яишки. В других же местах особых изменений здесь нет, только отсрочка перед пополнением припасов, как видите, изменилась. Также мы играем на Ironman и с историческим фокусом для ИИ. Давайте. Стартуем. Выберем какое-нибудь рандомное название, чтобы оно нам сильно не мешалось. И начинаем. По ходу игры я буду показывать новые аспекты, которые ввели переработанное снабжение, новый генералитет и так далее. Но подробно я на них прям останавливаться не буду, все подробности я не буду рассказывать и захламлять этим ролик основной. Если вам это интересно, то я сделаю отдельный специальный ролик, где мы с вами поговорим о снабжении, обо всех его особенностях, о генералитете и о прочих вещах. Если вам такое интересно, то пишите об этом в комментариях. Ну а сейчас партия за Советский Союз. Стартуем мы с 28% ставки и 40 поддержки войны. Этого очень мало. По промке у нас 32 военных завода, 6 верфей и 45 фабрик, из которых только 11 нам с вами будет доступно для строительства. Стартовая армия Советского Союза не изменилась. Это вся та же армия, такое же распределение по пехоте, кавалерии, горнострелкам, моторизации и танкам. Так что здесь, я думаю, проблем не будет. Ну и, собственно говоря, авиация стартовая осталась вроде бы тоже такой же. Так что стартовая позиция неизменна, единственное, это теперь логистика. Пару слов, о которой стоит сейчас сказать, перед тем, как мы перейдем к ветке фокусов. Все снабжение идет из столицы, из столичного региона, в частности, в данном случае из Москвы. И уровень этого снабжения зависит от уровня развития нашей страны. То есть мы не можем клепать безумно большое количество дивизий, потому что наша столица, наш центр не будет справляться. Это базово 5 единиц, а также от количества гражданских, военных заводов и верфей зависит. То есть чем их больше, тем больше ты можешь снабжать свои войска. И, конечно же, все это зависит еще от уровня железных дорог. Например, у тебя тут снабжение 80, но дороги здесь всего-навсего второго уровня, поэтому они пропускают сюда только 20 единиц припасов. То есть ты не сможешь снабжать здесь, если требуется 25 в достатке. Поэтому приходится расширять железные дороги, подводить их как раз к важным узлам, ну и по карте самой. Там, где красно, у нас снабжения нет. Там, где у нас синенько, все хорошо, и где ярче, тут вообще снабжения очень много. Так что со старта пробиться в Синьцзяне, в ту же самую Маньчжурию, будет весьма проблемно, да и через Сибирь, как видите, у нас тут таким аккуратненьким только одним путем идет снабжение. Куда-нибудь севернее, южнее, все, его уже нет, и если вам враги тут узел перекроют, то все, вся Сибирь будет без снабжения. Ну, думаю, базовая логика в этом понятна. А мы же сами давайте к веточке фокусов. Думаю, то, что многие хотели увидеть, ну и думаю, часть уже видела. У нас тут сначала начинается промышленность. И нам тут, чтобы завершить пятилетку, надо иметь 100 фабрик. Притом, сотня фабрик должна быть именно ваших. То есть, если у вас закупаются, они не считаются. Поэтому нам со старта 17 фабрик надо настроить. Притом без разницы, военные, просто фабрики. Тут главное добиться именно общего числа в 100 единиц. Следом у нас идет развитие авиации, развитие флота. Здесь у нас развитие и армии, и обороны. И также ведение войны, где мы с вами будем улучшать нашу армию и получать неплохие бонусы. Правда, попутно еще избавляясь от дебафов, которые я сейчас вам покажу. Ну а здесь у нас путь марксизма-ленинизма. Центр это Сталин, левая позиция Троцкий, ну и правая позиция это Бухарин. Как правило, левая и правая позиция могут привести к гражданской войне. Но вроде как есть способы ее избежать, но весьма нелегкие. Ну и другой путь, который у нас с вами есть, это сокрушены, но не побеждены. Здесь путь монархии и путь фашизма. Вот здесь у нас как раз с Фразаевского все уходит, а здесь у нас возрождение Романовых. И также есть подветочка у путя марксизма и ленинизма, это внутренние дела и Коминтерн, где мы сможем влиять на множество стран и пытаться отыгрывать исторический путь. Ну и по национальным духам у нас Родина революция, троцкийский заговор, с этими, думаю, модификаторами вы были знакомы ранее. А далее у нас политизированная армия, которая делает дороже все доктрины. Пятилетний план, который вроде бы дает часть бонусов, но режет фабрики и рост эффективности производства. Советские ВВС, проще говоря, авиация у нас, мягко говоря, недееспособны. Огромные дебафы, с которыми придется потом разбираться. Ну и Красная армия. Меньше опыта, организация плохая и опытные бойцы очень быстро теряются.
Так что да, мы стартуем в весьма плачевном положении, из которого надо выбираться. Кстати, по поводу модификатора правителя, он теперь на название, то есть надо именно на имя навести. У нас стальное сердце усталено со старта. Бонус к поддержке войны и прирост политической власти, но дебафы на статку и на улучшение мнений. И со старта также у нас сидит Генрих Ягода в министрах, мы его заменить не можем, пока не пройдет большая чистка. И я заранее извиняюсь, если в некоторых местах немного нудно, просто я знаю, что кому-то интересны эти нововведения, кому-то нет, но я все-таки рассказываю, чтобы тем, кому интересно, понимали, что и как здесь изменили, что ввели, хоть и в общих чертах, но чтобы люди были знакомы. Потому что иначе будет очень много вопросов в комментах и непониманий. И даже если что-то вы не поняли, то спрашивайте в комментах. Либо я, либо же другие зрители вам помогут и ответят, позволив лучше разобраться в новом DLC. Ну а сейчас я назначаю стартовое производство. Кстати, по поводу еще снабжения, теперь надо производить поезда. Как видите, вот здесь у нас удовлетворение требований логистики. У нас в запасах есть 315, кроме того, необходимо 57. Также грузовики и конвой. Ну, с конвоями, я думаю, более-менее понятно для снабжения. Что же такое грузовики? А смотрите, нажимаете на F4, у вас открывается сразу карта, ну, чтобы быстрее это было. И здесь в узлах все изначально снабжается кавалерией. Но можно поменять и сделать снабжение моторизацией, притом 2 уровня. То есть, видите, кавалерия у нас докуда и какой уровень. Прожимаем моторизацию, все становится лучше. Но, естественно, при таком раскладе нам нужны грузовики, а так как со старта у нас их в запасах нет, то все на кавалерии. Но в будущем вы можете везде узлы снабжать моторизацией, это лучше скажется на уровне снабжения. Так что со временем грузовики, даже если вы будете переходить с них на бронемашины, вам все равно будут нужны. И не только для армии, но и для ее снабжения. Ну что ж, я тут немного распределил армию, и мы пошли по пути марксизма-ленинизма. Сейчас я, кстати, со старта вам покажу систему снабжения. Как вы помните, раньше можно было часть своей армии вообще без проблем выставить на польскую границу, и вам хватало снабжения. Я же тут даже почистил свою армию, оставил всего на всего 3 армии по 24 пехотные дивизии, и посмотрите. Еще не вся армия сюда прибыла, но уже сейчас мы испытываем проблемы со снабжением, даже там, где у нас всего вроде бы по 2 дивизии стоит. Наши железные дороги сейчас не справляются даже со снабжением такого небольшого количества дивизий на границе с Польшей. Так что да, теперь придется больше уделять внимание узлам. Вот видите, вот под Минском у нас есть железные дороги, здесь все нормально, где они. Стоит уйти сюда, где железных дорог нет, даже такое же количество дивизий уже не снабжается. Несмотря на то, что как раньше здесь были бы победные территории, и рядом с ними бы все было хорошо. Так что теперь, чтобы вести активную, хорошую военную кампанию, придется постараться и прокладывать пути. Ну а со старта придется данные войска размещать по железным дорогам, чтобы они не страдали от недостатка снабжения. По поводу же паранойи, со старта ее нет, она появляется спустя время в виде ивента, который я вам в скором времени и покажу. Так, по фокусам мы с вами уже дошли, между прочим, до центра. У нас тут небольшие бонусы на политбюро, также на стабильность и на политвласть. Кроме того, мы теперь НКВД наконец-таки можем менять. И дальнейшие фокусы пока не имеют одной важной плашки. Это уменьшение количества паранойи, либо же ее увеличение. Связано это с тем, что паранойя пока не стрельнула, поэтому давайте займемся внутренними делами, получим стабильность плюс 10. Хотел сказать я, но лучше давайте все-таки тяжелую промышленность, 2 фабрики нам не повредит, потому что по стройкам, вы видите, у нас достаточно мало пока заводов используется. Турция захватывает Босфор, мы, конечно же, отказываемся. Кризис разрешен, получили немножко поддержки войны. А вот и 3 апреля 1936 года Иосиф Сталин беспокоится о раздробленности. На недавнем заседании Центрального комитета товарищ Иосиф Сталин обратил внимание на растущую в партии раздробленность. И такие новости удивили многих членов партии, считавших, что опасность раскола именовала сознанием Троцкого. И нас тут спрашивают, оправданы ли его опасения. Как видите, Иосиф Сталин получает политпаранойю повышается на 1 еженедельно. Но, вдобавок к этому, у нас теперь и Генрих Ягода повышает паранойю на 1 еженедельно. Так что у нас каждую неделю на 2 будет эта паранойя расти. Чем же она так опасна? Как только она достигает 25, может случайная чистка произойти. Как достигает 75, может произойти большая чистка. Как вы понимаете, мы будем терять генералов, советников. В общем, лишаться тех личностей, которые могут нам в будущем активно помочь. Притом здесь не факт, что 25 пересечет и все, сразу же чистка. Нет. Чем дольше держится уровень паранойи выше определенного значения, тем больше шансов, что это событие произойдет. То есть здесь немного рандома все-таки есть. Мы можем на это влиять, понижая чистка разными решениями, но повторные эти решения будут доступны только через 180 дней. Так что часто их прожимать тоже не выйдет. Ну и нам в помощь все-таки к этому приходят фокусы.
они вот эти вот веточка как раз, они будут местами понижать полит, как раз напряженность и паранойя, а местами повышать. Но, правда, где они повышаются, это не проблема. В этих же фокусах, как видите, события первый московский процесс, и эти чистки нельзя будет избежать. То есть ты хоть и получаешь полит паранойю, но с помощью этого события ты ее уменьшаешь. Так что в целом эта веточка необходима со старта, чтобы с паранойей как можно быстрее разобраться. Ну или же, если вы не хотите, то можете ее не делать. Но с веткой есть одна, скажем так, небольшая проблема, или даже сказать условие. Видите, фокус взят не менее чем 175 дней назад. Да, тут вот эти вот часть фокусов ключевых требует того, чтобы прошлый фокус, например, вот с зиновьевской ячейкой, был взят 175 дней назад. То есть вы не сможете сразу же быстренько пройтись по ним. И вам надо будет его взять, 175 дней подождать, потом следующий. И также с рядом других фокусов. Кроме того, со временем у нас и Генрих Ягода по доносу заменится. И у нас будет не единица в день здесь, а 2. То есть у нас еженедельно со временем может 4 паранойи добавлять, 4%. Этого достаточно много. Так что все равно где-то процентов до 50, я думаю, она у нас с вами доберется и будет какое-то время там держаться. По поводу конструктора танков, чтобы добиться его эффективности, надо исследовать кучу всего. Например, радио дает нам базовую радиостанцию. Дальше артиллерия в разных ее местах дает улучшенные пушки, гаубицы, орудия непосредственной поддержки, как видите, здесь автоматические оружия, которые также постепенно с разными уровнями улучшения артиллерии, либо же ПВОшки, либо же ПТОшки открывает новые пушки, которые уже потом тобой будут использоваться в конструкторах. Кроме того, дополнение к этому, сами танки тоже надо исследовать. Здесь, во-первых, просто шасси легких, средних и тяжелых танков, броню и также двигатели. Я вам сейчас вкратце могу показать, как это у нас выглядит в производстве. Мы с вами берем, у нас тут есть шасси улучшенного легкого танка БТ-7, 14 единиц почти в производстве. Видите, двигатель на 10 улучшен и броня улучшена на 2. Здесь множество ячеечек, куда мы можем поставить радио, которое мы потом со временем можем улучшить. Также особые модули разнообразные, которые будут те или иные характеристики увеличивать. Ну и вспомогательные оружия тоже к основному можно добавить, сделав тем самым несколько пушек на одном танке. Ну и, собственно говоря, башни, как видите, есть фиксированные, трехместные, двухместные, одноместные. От этого зависят характеристики прорыва, а также тех орудий, которые вы можете туда поставить. Ну и, собственно, здесь разные виды подвески, разные виды брони и разные виды двигателя, которые будут влиять по-разному на скорость и на надежность. Ну и, собственно, на другие показатели. А что конструктор танков, это по сути тот же самый конструктор кораблей, только с немного другими показателями и немного другим распределением. А так, в принципе, базовая схема остается той же самой. 18 июля 1936 года начинается гражданка в Испании, и я в нее лезть не буду. Я хочу посмотреть, как она теперь идет без участия советов просто. То есть немцы сюда и итальянцы сразу же, понятное дело, ленд-лиз уже шлют, и добровольцы в скором времени тоже придут. Мне просто интересно, как быстро Франко при таком раскладе сможет расправиться с обычной Испанией. Ну и у нас тут, кстати, первый московский процесс. Расследование убийства товарища Кирова в 1934 году выявило много зацепок, ведущих за гору Зиновьева и Троцкого. А теперь их и 14 их сообщников-заговорщиков ждет суд. Им предъявлены серьезные обвинения, приговор за который означает верную смерть. Очередных предателей ждет справедливое наказание. Ну и вы видите, следующие персонажи подвергнутся чистке и будут удалены из игры. Смирнов, Шляпников, Сокольников, Зиновьев и Каменев. Но вдобавок ко всему мы полит паранойю понижаем на 50. Она у нас как раз 54% дошла. Мы такие бамс, паранойи больше нет. Правда, и процесс пройден, и часть людей у нас ушла навсегда. Ну и дальше мы в антисоветский троцкийский центр пробиться с вами, к сожалению, не сможем. Нам надо 175 дней подождать, и это время можно потратить на что-нибудь другое. И, кстати, пока у нас идет вот эта вот чистка, заниматься комментарным не выйдет. Знаете почему? Обезопасить Прибалтику. Политическая паранойя активирована, если то все, мы не можем ей заняться. Можем, да, дипломатией Востока заняться и уйти на вторжение в Афганистан и в Иран. В принципе, это никто не запрещает. Но надо ли оно нам с тем раскладом, что там очень плохое снабжение? Сомневаюсь, что очень сильно нужно. Притом нам сильно от паранойи все-таки отходить не стоит, потому что она накопится, и мы потеряем с вами важных людей. Так что давайте социализм в отдельно взятой стране. Все равно эта вот подветочка левая, которая уменьшает нам паранойю, нужна. Она здесь и фабрики будет давать, и улучшать политбюро. Притом вот здесь, особенно в процессе коллективизации, бонус очень приятный. Дальше еще больше бонусов, притом на армейские. Ну и потом мы сможем на халяву здесь выйти в военную экономику.
не тратив политические очки и, кроме того, получив военные заводы. А сама паранойя закончится вот на этом фокусе. То есть нам с вами надо вот до сюда добраться, и после этого Сталин не будет параноиком. Все нормально, все хорошо. И по поводу уничтожения Троцкого, чтобы его уничтожить, нам нужно разведагентство. Ибо теперь уничтожение Троцкого — это миссия шпионов, а не просто рандом, как раньше. И давайте тут еще я немного вам офицерский корпус покажу. Сюда переехали все доктрины. То есть вы видите сухопутная доктрина, морская, воздушная. Сильно они по своей логике не поменялись, но единственное, чтобы теперь взять новый уровень, это не исследовать надо, а опыт. Базовая сотка, у нас же политизированная армия плюс 20, то есть 120 за каждую надо прожать. Даже с учетом того, что вы захотите сменить на другую ветку, вам те же самые 120 очков придется потратить. Но теперь у нас много командующих, которые дают опыт, притом очень сильный опыт, как видите, по 0,9 большинство, некоторые 0,6, особенно дешевые советники. Ну а так, есть советники и по 0,16. Так что достаточно быстро можно накопить немало опыта. Например, давайте Тимошенко сюда поставим, у него нет дополнительных бонусов, но опыт армии нам с вами сейчас не повредит, потому что можно брать доктрины, ну, собственно, в всех трех направлениях. А также у нас тут есть теперь дух армии, дух науки, дух командования дивизии и также во флоте и в авиации. Что же это такое? Ну, смотрите, жмете сюда и увидите, за 25 политики вы можете выбрать один из этих вариантов. Здесь у нас шанс, что офицеры будут получать навыки, здесь также разнообразные бонусы и улучшения. Кроме того, в духе армии, вот здесь, смотри, у нас идеологическая лояльность, штраф за окружение меньше на 20% и еженедельные людские ресурсы плюс 500. Это есть не у всех стран, у разных стран здесь свои уникальные порой даже бонусы встречаются. Вроде бы у той же самой Польши хорошие бонусы на кавалерию. Также здесь есть и другие бонусы, например, от силы штыка стоимость проекта, видите, пехоты. То есть теперь ты можешь шаблоны менять за 0 опыта, ну в частности пехоты, моторизованный и механизированный. То есть добавлять, удалять за 0 опыта. Это весьма удобно. Также здесь есть такие же бонусы, например, и на саперную роту. Так что можно так подобрать неплохо себе духи вот этой вот армии и усилить свою армию. Кроме того, даже получив бонусы на разведку, на укрепление, на скорость дивизий. Здесь более гибким теперь стало военное командование и то, как ты хочешь воевать. Единственное, кстати, что можно с Испанией сделать, я только сейчас это заметил, небольшая ошибочка, можно уйти в Коминтерн и отправить военных советников в Испанию. 70 дней не так много, но зато вы получите на 1095 дней ежедневно прирост опыта армии, что хорошо. Вдобавок к этому у нас еще и испанец здесь присоединится, что весьма удобно. Ну и у нас тут заговор в Академии. Все наши будущие лидеры должны быть лояльны стране, мы политпаранойю понижаем. Но у нас дебафы на антисоветскую армию, время появления асы и максимум скорости в воздухе, да? А также, где как не в Академии интересоваться новым, мы не должны этому мешать. Так, ну что ж, паранойя у нас 28. В принципе, неплохо бы ее снизить, но с другой стороны, у нас скоро проверки администрации закончатся, и как-то получать антисоветскую армию не хочется, но здесь еще и трата политики. Поэтому ладно, все наши будущие лидеры должны быть лояльны стране, ничего уж с этим не поделаешь. Я все-таки решил немножко упереть в Коминтерн, попытаться взять военных советников в Испанию, но сейчас придется подождать. Смотрите, один день пропускаем, бамс, все. Антисоветский центр. Давайте-ка, с Троцким будем разбираться, вторая чистка, второй московский процесс. С паранойей, кстати, все нормально, 10%, сейчас как раз за время фокуса подрастет, кроме того, от фокуса, и мы все это потом спокойненько уберем. Но проблема Иосиф Сталин, политпаранойя выше. Кстати, по поводу испанцев, они до сих пор держатся, хотя и в очень странных границах, и, я так понимаю, в скором времени они, к сожалению, капитулируют, но ничего не поделаешь. Если бы я просто раньше сюда пошел, то без проблем уже мог взять отправить военных советников в Испанию и получать на халяву немало опыта. Но у нас же с вами второй московский процесс. У нас он идет над главарями. Их преступления не так серьезны, как те, что разбирались на предыдущем процессе, но смертная казнь вполне вероятна. И очередных предателей ждет справедливое наказание. Смилга, Радик, Преображенский, Рютин и Устрялов больше теперь не являются нашими советниками и не помогают нашему государству. Кстати, смотрите, политпаранойя 50 как раз идеально, бамс, все. Больше нет, ну теперь прирост по троечке, как видите. Ну и дальше давайте все-таки, наверное, я возьму, да, отправить военных советников в Испанию. Надеюсь, они еще продержатся это время, хотя уже бои за Барселону, так что даже не знаю. Но понадеемся, просто хочу все-таки успеть опыт армии урвать. В итоге прям на перегонки со временем остается 5 дней. У нас тут еще, кстати, анархисты восстали, притом вообще очень неудобно. Я так вижу, достаточно быстро теперь у нас могут победить франкисты. И все, советников мы отправили. Бонус опыта армии у нас есть. Можем спокойненько в диктатуру рабочих идти и дожидаться уже заговора военных. Ну а по пути, кстати, просто политвластия, минимальный лимит капитуляции поднимем, это неплохо.
Но по промке 99 заводов, но на самом деле проблема в том, что реальных заводов, ну, которые нам нужны для того, чтобы пятилетку завершить, у нас с вами всего-навсего... А, не 94, нормально. То есть еще шестерочку, как раз пока мы разбираемся с чистками из паранойи, и мы сможем потом завершить пятилетку. И вот, кстати, Энрике Листер и Советский Союз теперь союзники. Вчера в Кронштадт прибыл корабль, полный испанских беженцев. И у нас с вами есть генерал армии третьего уровня 2422. Правда, он с политсвязями, но лоялен Сталину. Командующий пехотой. Оборона пехотной дивизии плюс 13%, как видите. Хитрый лис и эксперт по пехоте. То есть, в принципе, неплохой на самом деле командующий, которым можно будет воспользоваться. Ну и мы рады всем испанским беженцам, а также, да, 24 мая 1937 года все, Франко одержал победу. Ну а мы же с вами взяли диктатуру рабочих. У нас как раз остается 70 дней до заговора военных, поэтому давайте возьмем процесс коллективизации. А на дворе, если что, уже июнь 1937 года, а мы с вами даже и промкой до сих пор не занимались. И по поводу, кстати, поездов, они здесь у нас находятся в ротах обеспечения, вот они. Есть базовый поезд, потом ты его сможешь улучшить со временем, и он будет стоить уже дешевле, всего 50 единиц для производства. Но можно уйти вообще в бронепоезда, которые стоят 105, но зато броня 250. Ну а следом, кстати, великое тяжелое орудие. 1000 человек надо, чтобы его обслуживать, но зато он неплохие бонусы дает на бомбардировку. По сути, это как корабли, когда были у побережья тяжелые, и они давали бонусы в битве тебе, так и тут они также будут давать бонусы, только уже не только на прибрежных провинциях, а везде, где они достанут. Но единственный минус, они двигаются только по ЖД дорогам. Так что если у тебя плохая ЖДшка и до туда они не могут дойти, где у тебя бой, то, к сожалению, бонусов ты от них тоже не получишь. А вот у нас и небольшая чисточка. Да, к сожалению, паранойя у нас достигла 30% и все-таки вылетела. Генерал Яков Черевиченко обвиняется в измене. В нашей армии таким не место. И тут не просто у нас уволятся данные генералы и исчезнет, еще и при этом два других случайных генерала получат скорость стальной дивизии минус 10% и скорость пополнения минус 2%. Но с другой стороны это понижает политпаранойю, с другой же стороны это может ее повысить. Но ничего не поделаешь, в нашей армии таким не место. Конечно, неплох, но думаю справимся и без него. Следом у нас германо-советский договор. Ну, конечно же, капиталисты представляют для нас большую угрозу. Получим, на самом деле, неплохие бонусы. Созданы варианты, кроме того, КВшек и всего остального. У нас вот теперь, видите, КВ-1 есть. Правда, моделька его выглядит как Т-35, потому что у нас, видимо, шасси более тяжелые, не исследованы. Ну и шасси базового среднего танка, кстати. А-20 у нас тут есть. Тоже можем в будущем его производить и использовать. Ну, здравствуйте. Советник подозревается в измене. Михаил Томский арестован НКВД по анонимному доносу. То есть мне еще раз повезло. У нас всего-навсего 30%, но мне опять выскакивает данный ивент. Мы можем с ним разобраться. Он будет уволен с поста в Государственный Советский Союз. И мы понизим политпаранойю аж на минус 30. Но я смысла в этом особо не вижу. У нас сейчас как бы процесс коллективизации закончится. Поэтому нельзя никого обвинять по таким надуманным обвинениям. Уж извините, но хватит. И так уже уничтожили генерала, так что сейчас советника терять. Давайте-ка лучше прокачаем процесс коллективизации, дождемся конца дня и пойдем в заговор военных. Еще одна небольшая чистка. А вот и большая чистка: суд над генералами. Все предатели должны заплатить за измену. Тухачевский, Егоров, Блюхер, Примаков. Ну и также они же высшим военным командованием, к сожалению, нас покинут. Ну и кроме того, до 5 командиров еще оставшихся живых получат уничтожен Сталином модификатор. Скорость стальной дивизии минус 10, скорость пополнения. Но, к счастью, у нас паранойя минус 50, что, в принципе, хотя бы в один плюс. Эх, потеряли мы часть людей, которые служили нам верой и правдой. Но ничего не поделаешь. Зато у нас теперь еще 175 дней подождать. Мы прожмем этот фокус тогда, и у нас закончится паранойя. Ну а пока мы этого ждем, у нас есть время. Можно заняться все-таки пятилеткой и завершить ее, благо мы уже тут достигли необходимых значений, поэтому давайте развитие инфраструктуры. Кстати, раньше инфа была максимальная 10 уровня, теперь максимум 5 уровня. И кроме того, эта инфраструктура также повышает скорость перемещения дивизий и увеличивает объем поставок, так что она тоже необходима на достаточно высоком уровне. Ну и у нас тут паранойя достигает 30 значений, поэтому все-таки давайте не завершать пятилетку, а обезглавить змею. Минус 30 паранойя все-таки за 35 дней, это неплохо. Да и посмотрим, кстати, на решение, которое нам позволяет провести операцию по убийству Троцкого. И вот, наконец, у нас 120 опыта есть армии, и вы видите, у нас появляются доступные доктрины сухопутные, и мы можем следующую взять.
Давайте открываем. Я не буду уходить в 4-й доке, мы поиграем именно на ней. Все-таки у нас более-менее такое историчное прихождение. Конечно, не с полными прям погружением, что прям точно в тайминге будем попадать, но в общих чертах будем сохранять историзм. В частности, с доктриной. Кстати, по поводу запуган Сталиным, посмотрите, это вдобавок ко всему еще и атаку и защиту на 2 единицы режет. И это будет убрано только после уроков войны. Так что часть генералов просто вообще недееспособными становятся, даже Рокоссовский, посмотрите. Жесть. Просто все запуганы Сталиным, лично Сталиным уничтожены. Неплохой у нас теперь Советский Союз, ничего не скажешь. Фокус у нас, кстати, на Троцкого выполнен. Ну и теперь посмотрите на разведагентство. Да, у нас тут добавлено решение. Незаметное убийство. Собственно, то самое историческое. Либо же устроить налет на виллу Троцкого. Отправив небольшой отряд, чтобы атаковать дом заговорщика и положить ему конец. Тут 60 дней, здесь 270. Давайте выберем первый вариант. У нас тут Рихард Зорге. 12% почти добил. Скоро будет 25, а мы с Троцким с вами разберемся. Ну и уникальный, кстати, агент, который нам стал доступен. Вот он. И именно его мы и должны как бы отправить в Испанию. Так что как у нас только тут наберется 25%, мы его на миссию давайте-ка на это и отправим. Рискованно. Но, хопа, и все нормально. Благодаря ему 25% сразу же к бонусному исходу. Хороший шанс, хоть и долго, давайте. Мы попытаемся убить Троцкого, внедрив агента в его окружение. Подготавливаем данную операцию. А сами как раз 70 дней остается, давайте совершим пятилетку. Ну и после завершения пятилетки самое время будет завершить и паранойю. Мы теперь не имеем бонусов от 5-летнего плана, начинаем блок правых. И, кстати, по дальнейшим фокусам на промку, здесь 3-й 5-летний план вполне себе неплохо, мы скоро уже до него доберемся. Нам буквально надо 6 фабрик. Я, кстати, не знаю, но это, видимо, рандом, но у меня ягоду не стали заменять. Обычно вроде как есть ивент, и по нему на место ягоды приходит ежов, у которого уже 2 единицы паранойи. У нас с вами этого не случилось. Ну и да ладно, это даже в какой-то плюс, у нас меньше роста паранойя, хотя это может произойти, поэтому не удивляйтесь. И все, наконец-то остаются последние денечки. И как видите, приятная строчка. Политическая паранойя будет удалена из игры. Было бы неплохо, если бы вообще ее, наверное, не было, многие напишут, но ничего не поделаешь. Так вот сделали, и поэтому она есть. Остается 4 дня, Иосиф Сталин потеряет как раз политпаранойю. Все, 3-й московский процесс. Если обвиняемые будут признаны виновными, их наверняка ждет расстрел. Здесь у нас все связано с Бухариным. Ну и очередных предателей ждет справедливое наказание. Литвинов, Бухарин, Рыков и Томский. Эту большую чистку нельзя перенаправить. Все, мы с вами разобрались. Паранойя 0. Видите, ну, несколько чисток нам пришлось провести. Даже Тухачевского потерять, но ничего с этим не поделаешь. Зато за это время посмотрите на бонусы Политбюро, которые у нас тут с вами есть. Здесь очень много бонусов. На самом деле, вполне себе приятных даже местами. Добавок к этому у нас 100% поддержка партии. Все за коммунизм, все за нашего великого лидера Сталина. По промышленности у нас 92 фабрики, 32 военных заводах и 6 верфей. Как вы понимаете, я только в фабрике упирал. 60 стабильности, я потому что здесь Калинина поставил, ну и Вознесенского тоже, чтобы у нас скорость строительства была побольше. По военному командованию тоже можете посмотреть, кого выбрал, в основном на более-менее быстрый прирост как раз-таки опыта армии, даже взял на авиацию, ну и под конец взял еще и на опыт флота, чтобы у нас все более-менее равномерно развивалось. Конечно, все-таки с упором больше в армию. Теперь же, через 175 дней, когда мы расширим агитпром, мы сможем уйти в культ личности Сталина и начать прокачивать и получать у него множество разнообразных модификаторов. Но перед этим нам надо будет заняться активно пропагандистскими кампаниями. Как видите, здесь надо по 5, по 10 штук их сделать. Даже по 20 под конец, чтобы Сталин у нас стал просто офигеть каким лидером с огромнейшим количеством бонусов. Ну вот посмотрите, вот на последней стабильность неделю +1 просто. Все, хоть нулевая стабильность, без разницы, он рано или поздно ее вам поднимет. Также и с поддержкой коммунизма и с прочими бонусами. Сталин со временем реально станет имбой. Но так мы с вами теперь можем влиять на страны, политику коллективной безопасности, либо же индивидуальной безопасности. Хотя, как я помню, многие писали, они бы хотели увидеть путь Литвинова, а не путь исторический. Но тут пишите вы сами, какой вам из этих путей будет больше интересен. А так, я думаю, можно будет заняться обезопасить Прибалтику, быстренько хотя бы до претензии на нее дойти, потерять на это 100 дней, но зато получить прибалтов чуть пораньше. А потом, да, нам надо будет упирать в промышленность, как раз фабрики уже подошли под лимит, и наращивать нашу промышленную силу, а то уже май 38 года, а мы с вами только с паранойей разобрались и с чистками, которые в оригинале до этого 210 дней вроде шли, ну, одним фокусом, а теперь вот так вот долго и планомерно приходится страдать.
Ну что ж, надеюсь, вам понравилась эта серия. Я понимаю, что местами я, наверное, очень много говорил, объяснял какие-то моменты, но, надеюсь, при всем при этом показал неплохо тот начальный этап центра, по которому мы с вами пошли, и где мы более-менее обезопасили нашу страну от всех левых, правых, которые бы в будущем с нами боролись. Кроме того, в октябре уже заканчивается незаметное убийство Троцкого. И у нас должны еще и вот этот вот модификатор убрать, и мы задышим с вами полной грудью. Ну а так, если у вас остаются какие-то вопросы, или вы хотите внести какие-то советы и поправки в прохождение, то пишите. Ну и конечно же, поддерживайте лайками, оставляйте комменты и подписывайтесь на канал. До скорых встреч в новых роликах по Советскому Союзу и не только.